Моя любимая Монца. Я до сих пор не понимаю, как я здесь оказалась. Но этот город, он звал меня, и легкий ветер подсказывал, здесь твоя история только начинается. И прежде чем остаться здесь надолго, я трижды возвращалась сюда, чтобы по-настоящему почувствовать этот город. Улочки здесь словно декорации. Я все время гуляла и оглядывалась на каждый фасад. Здесь как будто все хранит дыхание веков. Сердце Монцы – ее дома, готический собор. Он старше Миланского собора и почти на 100 лет старше Флорентийского. Его построили лангобарды в IV веке, а нынешнее убранство – это заслуга века XIV. Честно признаться, внутри я бывала нечасто и даже никогда не бывала в сокровищнице Теодолинды, потому что для меня было важнее просто быть в Монце с таким ощущением, что мир чуть больше, чем кажется. Через реку Ламбро перекинут мост Понте де Леоне. Львы на мосту смотрят на тебя, как будто проверяют, готов ли ты увидеть больше, чем обычно. Я тогда не знала, что Ламбро иногда летом совсем пересыхает. Здесь это видно. Позже я покажу, как она выглядит осенью, когда разливается, как будто город вдруг вздыхает глубоко и медленно. В принципе, как и сама жизнь. Иногда пересыхает, а иногда бурлит, а мы все пытаемся контролировать ее. В тот день Wine Experience я начала с того, что заглянула в Кантино де ла Монако. Место, которое стало для меня особенным. Хозяин всегда встречал меня с улыбкой, и мне нравилось болтать с ним на своем неидеальном итальянском. А каждый бокал вина казался частью рассказа города. Тогда я еще не знала, что мой путь через эти улицы приведет меня к совсем другой жизни. Но в тот момент я просто жила, слушала город, чувствовала его и знала, что это только начало чего-то большего. Здесь уже вечерняя часть, вечерний формат Monza Wine Experience. Вообще смысл этого фестиваля – создать пространство, где можно не просто пробовать вино, а слушать город, звук, вкус людей, как часть культурного опыта. И сам город становится частью этого опыта, когда бутики, улицы, рестораны – это декорации винной истории. Уже несколько лет это мероприятие в Монце проводится ежегодно. И это не просто дегустации, это прогулки по городу, ресторанам, мастер-классы, иногда специальное меню, чена де ауторе от известных шеф-поваров. И когда вечер зажигает фонари, Монца становится мистической. Каменные фасады оживают, каждый уголок шепчет «Останься», коротко, как будто приглашает тебя пройти сквозь свой свет и тьму, ощутить свою глубину и немного рискнуть. В такие моменты понимаешь, ты не просто гость и наблюдатель, ты творец и слушатель одновременно, и эта энергия тихо и уверенно входит в тебя, оставляя маленький дерзкий след. А вот Виа Бергамо. Здесь дегустации проходят прямо под звездами. Это называется Каличе сотто le stelle. Mi fermo, vero? А это Пьяцца Тренте и Триесте. Когда-то это было Пратум Магнум, большое поле, место ярмарок и вечного торга. А теперь здесь памятник павшим. Площадь, где продавали яблоки и ткани, сегодня говорит о вечности и смерти. И при этом фонари освещают плитку так, как будто все это просто красивый фон для вечернего селфи.
Монца умеет так, держать в одной руке легкость жизни, а в другой тяжесть памяти. И, конечно, я влюбилась в этот баланс. Оренгарио – старинная ратуша, где решались судьбы города. Сейчас шумно, огни, люди, машины. Но если прислушаться, то можно услышать шепот прошлого. Не ищи себя там, где все ищут себя. Монца умеет напомнить тебе о себе с легкой усмешкой. И да, иногда это дерзко, но как же это приятно. Номер в моем отеле был номер 17. В этот день у моей дочери был день рождения, 17-го. И именно тогда я решила, я остаюсь в Италии. Тогда я еще не знала, что впереди меня ждет великая трансформация, новые пути, новые открытия, что я научусь слышать город и себя иначе. Но все началось здесь, в Монце. И город тихо улыбается мне каждый раз, когда я вспоминаю этот момент.